Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня у нас обзор максимально брутального складного ножа от Cold Steel. Это нож Spartan. Ну что ж, с первого взгляда кажется, что нож создан специально для похода на священную войну против неверных. И сегодня мы попробуем разобраться, какое применение Спартан найдет в жизни современного человека. И в этом нам поможет разобраться наш друг и товарищ Андрей. Андрей, расскажи, почему именно Спартаном ты пользуешься уже больше 10 лет и где он тебя выручал? Ну, во-первых, впервые, когда я увидел эту модель в каталоге Cold Steel, то сразу понял, что это мой вариант. Он массивный, такой прям Спартан для... Ну, то есть, в первую очередь, при выборе ножа сыграла роль именно его эстетическая составляющая, именно как он массивность. сам выглядит, и вот он хорошо лег в руку, то есть и... Ну, как он в руку лег, это уже понял после приобретения. Да. А на практике, в каких ситуациях он тебя выручал и где было удобно пользоваться именно им? На практике было масса таких случаев, как, например, поехал в деревню, да, убирались, подготавливали там поле под посевку урожая, да, и надо было выкорчить там деревья, убрать сухостойчик, и, грубо говоря, там нас много людей, если топора нет в руке, то он выручал, то есть им легко можно рубить сучья, 10-12 сантиметровые просто отлетают в путь. Ну, как маленьким топориком. Да, можно им воспользоваться как топориком. Другие случаи были, что был на мероприятии, подготавливали детский праздник, площадку под игры у индейцев, и надо было им смастерить палаточки, да, такой вот уголок сделать. То есть также надо было нарубить ветки под колья, забить ветки, также им и воспользовался, да, как молотком, то есть обухом бьешь по в закрытом состоянии, да? Да, им же и рубишь эти колья, им же и забиваешь. Вот. Те же самые веревки, стропы, чтобы натянуть палатку, тоже обрезал нужную длину, вымерил. Вот, пожалуйста, универсальный. Как видно, тут даже пластиковые, ну, из полимера сделанные части при этом не пострадали. То есть все-таки нож сделан действительно на совесть, да? Нож вот за 10 лет. Единственное, что у него первые 2 месяца, как он у меня был. Напомни мне, как называется это. Шпинек, да. Шпинек. Вот шпинек, который был он отлетел. Потому что шпинек служит для того, чтобы его достать, грубо говоря. Мне удобно, да, в правом кармане его носить. То есть здесь и клипса на нужной стороне. При тем, как им воспользоваться, вынимая его из кармана, шпинек служит для того, чтобы его быстро раскрыть. Да. Ты его достаешь, и вот тебе, пожалуйста, оружие к бою готово. То есть универсально уникальный нож. Ну, пока 2 месяца выпендривался шпиньком, он все-таки отлетел. Он отлетел, да, он отлетел. То есть здесь расшаталось гнездо, резьба сорвалась. Вот. Какие-то попытки там найти новый болт или нарезать резьбу, но уже, в принципе, уже наигрался, да. Если найти фиксатор резьбы, новый болт. Да, сделать можно, конечно. Шпинек я отложил, он лежит там у меня в укромном месте, ждет своего часа, но я думаю, что он уже не понадобится. Еще история такая была, что с другом на большой машине зимой застряли, пытаясь выехать, уже накатали лед. То есть застряли по уши, так сказать. Под рукой вот был Спартан. И им воспользовался как и совковой лопатой, и молотком, и топором. То есть прямо из-под колеса выбивал глыбы льда, пока не выехали. Ну, поработать пришлось, наверное, минут 15-20, да. Ну, а с ним у него то, что я у него испортил за 10 лет, то это только вот здесь рез, да? Да, то есть выпуклая часть. Да, глубина, это берешь его на шашлыки, еще другие мероприятия, то есть нарезать колбасу, там мясо, что угодно, хлеб. То есть здесь рез
идеальный как был, так и остался. Но здесь вот первый раз за использование его более 10 лет. Потому что мы я его здесь- заточили. Да. Да, идеальный рез остался здесь, а здесь были там выщерблены там какие-то сколы. Это уже заточено, то есть. Да, еще такой момент. Еще до съемок видео Андрей принес нам это, чтобы мы его поправили, заточили заново. И было видно, что основной ущерб как раз-таки пришелся на выпуклую часть лезвия. То есть там были замины, там были сколы небольшие. И надо тоже отметить этот момент. С завода этот нож заточен на два разных угла. То есть выпуклая часть на 35 градусов, вогнутая на 40. Когда мы поправляли, мы все заточили на 30 градусов. То есть всю режущую кромку. Но я не думаю, что от этого нож потерял в своих каких-то режущих свойствах. И надеюсь, Андрей это подтвердит. Я понимаю, то, что ты рассказал, нож помог именно в каких-то таких хозяйственно-бытовых моментах, в чем помогал он тебе не только как нож. Ты им что-то и забивал, машину смог выкопать. То есть как такой маленький молоток, саперная лопатка, Да, если можно ее так назвать. Сегодня я проверил и твою работу, как ты заточил мне нож. То есть на работе пришел нам там груз, и я резал, такие строгие веревки. То есть именно этой выпуклой части, которую ты заточил. То есть рез идеальный. Ну и последний вопрос. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Выходя из дома, грубо говоря, без этого ножа, да, уже чувствуешь себя как-то некомфортно. То есть уже по привычке ты ищешь, где у тебя нож. То есть любая ситуация может произойти, да, от чего мы всегда, наверное, сторонимся. Но мало ли что, какие неприятности и передряги мы можем встрять, этот нож можно использовать даже как и просто удар, да. То есть здесь нет никакого стеклобоя, но он сам по себе такой массивный, что можно любое окно разбить и выбраться, грубо говоря, там из горящего помещения. Грубо говоря. Понятно. Вот. Ну, наверное, последнее, что интересно, даже спустя 10 лет, даже уже больше, ты говорил, у тебя не появлялось желание его сменить на что-то? Ты скажешь, настолько к нему привык уже, что... Сменить это уже как оберег, грубо говоря, что я должен сменить. Молвенец на молот Тора. Все уже, мы врослись, вот оно, единое целое. Понятно. Спасибо, Андрей. Я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно узнать о этом ноже от его реального пользователя, причем уже такого прожженного пользователя. Спасибо. Давайте разбираться, за счет чего этот нож такой прочный. Как обычно это бывает у Cold Steel, форма ножа – это не прихоть дизайнера с гигантоманией, а отсылка к формам реально существовавших клинков. В данном случае вдохновением послужил древний меч Капис, родом из Спарты, отсюда собственные названия. А как известно, спартанцы были сильными и отважными воинами, так что внушительные габариты и общая брутальность ножа логичны. Создал этот нож для Cold Steel наш бывший соотечественник Андрей Демко, ныне больше известный как Эндрю Демко. Он же, собственно, сделал замок Триатлок, который в этом ноже тоже используется. Технические характеристики ножа тоже не подкачали. Клинок выполнен из стали АУС-10, это очень прочная, износоустойчивая сталь, она отлично держит заточку, но незначительно подвержена коррозии. Хотя, как показала практика, на ноже Андрея, которым он пользуется 10 лет и даже ни разу не точил, коррозию видно только на внутренних элементах ножа. То есть, все-таки не так уж сильно и подвержен. Рукоятка на Спартане из материала Гривери. Это полимерный материал, он хорошо переносит высокие температуры и удары. Во внутренней части рукоятки установлены две металлические пластины, которые дополнительно укрепляют общую конструкцию. В комплекте с ножом идет клипса на левую сторону, она не симметричная, поэтому одну и ту же перевесить невозможно, так что они положили дополнительную. Молодцы. Ну и, соответственно, болты для ее крепления. Также на клинке есть небольшой шпинек, с помощью которого можно эффектно открывать нож, доставая его из кармана. Но, как показала практика, на ноже нашего сегодняшнего гостя этот шпинек довольно быстро отлетел. Это надо учитывать и либо сразу сажать его на какой-то фиксатор резьбы, либо доставать его без понтов, открывать двумя руками. Общие габариты у ножа тоже вышли весьма внушительными. Длина в разложенном состоянии 26,5 см, а весит он целых 260 грамм. Что же, перейдем к тестам. Для такого ножа стандартные тесты проводить было бы не очень интересно, на наш взгляд, поэтому сегодня мы постараемся нагрузить его посильнее. Вначале проверяем заточку на бумаге и на канате.
С бумагой все хорошо, нож замечательно заточен. И сразу о особенностях заточки этого ножа. За счет своей формы нож на изогнутой его части заточен на 40 градусов, а на выпуклой на 30. То есть это доставит некоторые трудности при правке и заточке ножа. Хотя, как я почитал в отзывах, многие просто перетачивают весь нож на один угол, и в каких-то своих потребительских свойствах он не теряет после этого. Переходим к канату. Здесь тоже все хорошо, выпуклой его частью резать вам на удовольствие. Так, попробуем немного изменить наш стандартный тест с канатом, посмотрим, что получится. Нож тоже очень хорошо себя ведет. Теперь попробуем пробить жестяную пластину этим ножом и желательно при этом не покалечиться. Ну, отлично, даже с первого удара нож ее пробил. И, в принципе, безбоязненно такие удары наносить позволяет рукоятка ножа, которая не даст рукам соскользнуть и попасть на лезвие. Посмотрим, как нож ведет себя с деревом. Ну, как видно, нож явно не для дерева, то есть вгрызается он неплохо за счет выпуклой части. Но вот дальше расколоть, разрезать не самая, в общем, легкая задача для ножа или, скорее всего, для меня. То есть, я думаю, при определенной сноровке с деревом у него тоже проблем не будет. Но прям сходу у меня не получилось быстро и эффектно настрогать деревяшку. Ну, с раскалыванием уже все проще. Массивность ножа тут играет только на руку. С трубкой, как мы видим, нож весьма неплохо справляется. И, видимо, для того, чтобы получить щепок, надо было сразу так делать, а не пытаться настрогать этот брусок. Под такую более грубую работу нож предназначен больше. Ну и напоследок смоделируем ситуацию, что дорогу к дому нам преградила толща льда, и из инструментов у нас есть только нож Спартан. И для этого мы наморозили 5-литровую бутылку воды и попробуем лед этот расколоть. С тестами покончено. Конечно, с некоторыми складными ножами, как вы видели, мы иногда проводим тест и кидаем его в стену, чтобы проверить на прочность. Но здесь я, честно говоря, не вижу в этом смысла, потому что и так понятно, что конструкция очень крепкая, а портить режущую кромку от падения ею на бетонный пол я не хочу. Так что переходим сразу к итогам. Если говорить о личных ощущениях, то нож мне, безусловно, понравился. Он грамотно сделан, крепкая конструкция, хорошая сталь – это его несомненные плюсы. Также мне импонирует традиционная для Cold Steel любовь к истории. Но лично я, как EDC нож, его бы использовать, наверное, не стал. Я привык к более компактным, маленьким вариантам, мне с ним комфортнее, и все мои повседневные нужды подобные ножи более чем выполняют. Но, повторюсь, это опять же личное ощущение, как показывает практика, и наш сегодняшний гость тому прямое подтверждение. У подобных габаритных ножей есть свои поклонники, и их немало. И Спартан действительно может помочь во многих ситуациях. Его замок выдерживает нагрузку около 200 кг, если не ошибаюсь. Это именно производитель Cold Steel проводил такие тесты. Форма рукоятки позволяет подвергать его довольно большой ударной нагрузке без боязни того, что пальцы соскользнут на лезвие. Форма клинка способствует как довольно комфортному нарезанию чего-либо, так и перерубанию толстых веревок.
То есть он действительно предполагает множество сценариев использования, где его габариты и мощность будут только достоинством. Соответственно, я могу рекомендовать Cold Steel Spartan тем, кто ищет большой и мощный EDC нож, чтобы эффектно его доставать, открывая об свой карман. Либо тем, кто ищет надежный складень, который будет использоваться в каких-то экстремальных ситуациях и подвергаться серьезным нагрузкам. Спартан удовлетворит запросы и тех, и тех. О вашем опыте использования мы ждем истории, как обычно, в комментариях. А на сегодня на этом все. С вами был канал Супер Арбалет. Пока!